Испытание — это не формальность, это некая потребность, в том числе и рынка. Выглядит интереснее. Сопротивление чему-то новому — это естественный процесс. Шумомер или даже простая линейка. Средства измерений, которые должны быть поверены. 10 лет в целом — это небольшой срок. Была достаточно жаркая дискуссия. У нас такие решения есть, которые могут быть внедрены в самое ближайшее время. Здравствуйте, это UST Insight. Наш гость Илья Петерсон. Здравствуйте. Илья, добрый день. Илья — заместитель генерального директора по испытаниям, начальник испытательного центра. Наш разговор о том, почему сертификация технологии — это не просто формальность, а этап, на котором решается ее судьба. Илья, когда мы слышим слово «испытание», создается впечатление, что речь идет о чем-то напряженном, тяжелом. Что вы больше всего любите в своей работе? Что для вас самое главное? Но прежде всего в испытаниях самое важное, и у меня это ассоциируется с ответственностью. Ответственностью за результаты, за точность результатов, на которых базируется доказательство безопасности наших технологий. Важно соблюсти ряд требований, связанных с подготовкой к испытаниям, а именно подтверждение метрологических характеристик, выбор правильного оборудования испытательного, подготовка образцов для испытаний. Илья, вы человек, который пытается сломать систему, если можно так сказать, сломать, чтобы сделать ее лучше. Правильно ли я думаю? Многие испытания как раз и предполагают, что мы проверяем их на прочность, проверяем функционал, проверяем, насколько изделие спроектировано в соответствии с теми требованиями, которые заложены в конструкторскую документацию, которые предусмотрены техническим заданием. Поэтому в задачи испытательного центра неизбежно входят испытания, связанные в том числе с разрушениями. Как вы себя чувствуете в роли разрушителя? Когда ты служишь благой цели, и разрушение идет во благо для проверки безопасности конструкции, тогда мы не испытываем никаких угрызений совести. Илья, технологии в этом году исполняется 10 лет. Со стороны инженера и испытателя это много или мало, можете оценить? Если смотреть на автомобильную индустрию, то разработка автомобиля новой модели занимает около 5 лет. Но надо понимать, что данный срок не учитывает все ранее достигнутые наработки, накопленный опыт. Это, как правило, десятилетия работы над отдельными компонентами, такие как кузов, двигатель. Эти компоненты и их разработка может занимать десятилетия. Один двигатель 10 лет? Может быть и так, может быть и больше. И надо понимать, что новые автомобили часто вбирают в себя те решения, которые были заложены и спроектированы задолго до того, как появилась идея об этом автомобиле. Поэтому 10 лет в целом для новой технологии, разрабатываемой с нуля, это небольшой срок. Хорошо. Если ближе брать к испытаниям, то почему все-таки испытание — это не формальность, а какой-то этап в развитии технологии? Разумеется, испытание — это не формальность, это обязательный этап, который свидетельствует о безопасности каждого отдельного элемента сложной конструкции и позволяет уверенно переходить на следующий этап разработки. Какие испытания вы сейчас проводите? Сейчас мы проводим очень разные испытания, начиная от стендовых, заканчивая натурными испытаниями в отношении транспортного средства в целом. Натурные испытания? Там не про натурщиц? Нет. Расскажите чуть подробнее, потому что, думаю, наша аудитория, она не слишком погружена в технические детали. Натурные испытания — это испытание завершенного изделия в условиях эксплуатации. Если мы говорим про автомобиль, то это автомобиль, который ездит по дороге. Это в R&D-центре, если мы говорим о струнном транспорте. Да, да, совершенно верно. То есть наши транспортные средства, рельсовые беспилотники, испытываются на путевой структуре. Это финальный этап, правильно? Но до этого предшествуют еще какие-то стадии. Как правило, разработка идет от общего к частному. То есть от общей концепции транспортного комплекса и отдельных транспортных средств конструктора продвигаются все глубже и глубже к отдельным системам, далее к отдельным компонентам.
Испытание проходит наоборот, от частного к общему. То есть сначала мы подобранные компоненты испытываем по отдельности, если они не испытаны нашим поставщиком. Некоторые компоненты мы производим самостоятельно, поэтому мы обязаны это делать самостоятельно. Далее мы собираем проверенные компоненты в системы, интегрируем их и проверяем системы отдельно. Мы это можем делать на отдельных стендах, как, например, стенд для испытания дверного проема с дверями, со всеми необходимыми приводами, системой управления. И дальше, убедившись в том, что эта система работает как нужно, мы готовы и можем ее устанавливать на транспортное средство. Поняла. И уже после, когда по отдельности и компоненты, и системы испытаны, мы переходим на этап натурных испытаний, то есть испытаний всего транспортного средства в составе комплекса. Вы упомянули стенд для испытания дверей. Есть ли еще какие-то разработки, я так понимаю, что это разработка наших инженеров, есть ли еще какие-то разработки для испытательного центра? Естественно, мы непосредственно разрабатываем свое собственное оборудование, наши конструктора в этом нам помогают. У нас есть стенд испытания колес, где мы проводим ресурсные пробеговые испытания для определения надежности, для определения характеристик колес, их энергоэффективности, шума, который исходит от колес во время движения, режима качения и прочее. Испытание колес, то есть вы ставите колесо на условную какую-то вертушку, и оно крутится без конца, правильно? Да. Или как это происходит? Именно так. То есть у нас есть два двигателя, которые приводят в действие само колесо с одной стороны, и с другой стороны нагрузку. Мы подаем нагрузку, чтобы колесо, которое обкатывается по колесу большего размера, имитирующего рельс, Поняла. мы создаем нагрузку другим двигателем, то есть некий противомомент. Таким образом, мы имитируем движение колеса по рельсу. Какой пробег? Сколько имитировали в километрах, можете вспомнить? Зависит от задачи конструкторов. Это может быть 1000, это может быть 10 тысяч километров. Примерно так. Где находятся вот эти испытательные стенды? На производстве, в ЭТП или здесь прямо на железнодорожной? Стенд испытания колес расположен на ЭТП, в нашем испытательном центре. А испытательный центр базируется там, в Мариной Горке? Не только. У нас 3 локации. Офис здесь, на железнодорожной, также на нашем производстве находится большая часть наших инженеров-испытателей. И в Мариной Горке находится несколько корпусов с нашим испытательным оборудованием. То есть ваша команда, она разбросана фактически по Минску и району? Да, именно так. И как легко ли вам управлять подчиненными, при том, что они вот не на расстоянии вытянутой руки, а где-то на созвоне, на телефоне, может быть, на мессенджере? Есть определенные сложности, но чтобы коллеги меня не забывали, я периодически приезжаю в испытательный центр и взаимодействую с ними лично. Вы упомянули о натурных испытаниях. Вы сейчас проводите их? Какая это машина? Хотелось бы понять, вот какой актуальный статус по задачам у вас. Да, мы занимаемся вопросами испытания систем связи. Мы испытываем на одной из машин наши колеса с целью определения коэффициента сопротивления качению. Это необходимо для выбора наилучшего колеса с наилучшей поверхностью с точки зрения энергоэффективности. Мы не так давно завершили испытание на одном из юнибусов, испытание на определение энергоэффективности для понимания того, сколько энергии необходимо для движения наших транспортных средств. Кажется, эти цифры были известны уже лет 5 назад, по крайней мере, на сайте их афишировали. Вы что-то уточняете? Конечно. Мы применяем новые технологии, мы устанавливаем новые виды колес с новым покрытием и проверяем все наши решения. То есть работа даже над готовым транспортом, она не прекращается, испытательная, правильно? Да, как говорится, постоянное улучшение — это в том числе неотъемлемая часть разработки. Как вы решаете, готов транспорт к эксплуатации, прошел испытание или не прошел? Есть какие-то показатели, критерии? Да, постараюсь обрисовать в общих чертах очередность обязательных этапов.
Но прежде всего все стартует с технического задания. На техническое задание пишется программа и методика испытаний для того, чтобы удостовериться, что каждое требование имеет четко определенную методику проверки. Постепенно конструктора формируют конструкторскую документацию. После создания образца для испытаний мы подвергаем его так называемым предварительным испытаниям. В рамках предварительных испытаний мы должны убедиться, что продукция соответствует всем тем требованиям, которые были заложены в техническом задании. Которое пришло от инженера, правильно, Да. техзадание? Да. Соответственно, мы подтверждаем соответствие всем этим требованиям. И если на этом этапе нет никаких проблем, нет никаких препятствий, если все требования выполняются, то мы переходим к приемочным испытаниям. Они проходят часто в том же объеме. Иногда мы можем засчитывать результаты предварительных испытаний, но отличие заключается в том, что они происходят в присутствии заказчика. А кто заказчик ваших испытаний? Это могут быть внешние организации, это могут быть и внутренние организации, если мы реализуем проект для своих испытательных полигонов, например. А внешне это вы имеете в виду, когда строился Unilight, да? Да. Например, как коммерческий проект? Да, совершенно верно. А в вашей зоне ответственности, насколько я понимаю, не только сам Юнимобиль, но и элементы транспортно-инфраструктурного комплекса. И трасса, и путевая, опорные элементы. Да, совершенно верно. У нас есть бюро по испытаниям рельсо-струнных эстакад. Они занимаются проверкой характеристик, заложенных в конструкцию путевой структуры. Проводят испытания по нагружению путевой структуры на разных интервалах между опорами. Проводится нагружение с использованием балласта и замеры прогиба. Нагружение с использованием балласта. Это как? На путевую ставится прицепчик с кирпичами? Как это происходит? Или в Юнимобиль загружаются кирпичи? Если требуется нагрузка достаточно большая, больше десятка тонн, мы можем действительно использовать Юнимобиль, забалластированный грузом, и вывести его в нужную часть путевой структуры и оценивать прогиб, используя Юнимобиль как балласт. Также можно подвешивать и грузы, как вы сказали. Интересно. А что подвешиваете? Те же кирпичи или еще что-то? Или это коммерческая тайна? Это коммерческая тайна. Поняла, тогда не спрашиваю. Последняя, наверное, самая большая работа, которую проводил испытательный центр, это сертификация, правильно? В Беларуси утверждены стандарты на струнный транспорт. Какую работу выполнял испытательный центр в этой области? Да, действительно, это была проделана очень большая работа по стандартизации. У нас есть в испытательном центре отдел, который занимается как раз стандартизацией и сертификацией. И они совместно с конструкторами сформировали минимальный и необходимый и достаточный перечень требований к конструкции, к безопасности, эргономичности и прочим характеристикам транспортных средств, которые должны, безусловно, выполняться на нашем транспорте. При формировании стандартов мы позаимствовали опыт технического регулирования из автомобильной и железнодорожной индустрии. Мы использовали лучшие международные практики и стандарты и требования для выставления требований к нашим транспортным средствам. Даже интересно, что можно было позаимствовать у автомобиля или у железнодороги для струнного транспорта? Какие конкретно, может, элементы или узлы? Хороший вопрос. В частности, мы часто обращались к правилам ООН, которые регулируют не только в Европейском Союзе, но и в целом в отношении транспортных средств в мире, требования к системам безопасности. В частности, мы использовали требования, применяемые в отношении уровня шума внешнего. Методика испытаний позаимствована в полном объеме. Из железнодорожной промышленности позаимствованы многие другие требования, в том числе не характерный для автомобилей уровень
плавностью хода. Уровень шума как мерили? Записывали на диктофончик снаружи, когда проезжает? У нас есть специальное оборудование, шумомер. Для измерения внутреннего и внешнего шума используется разное оборудование и разные методики. В частности, расставляются микрофоны на определенном удалении от испытуемого образца. Это снаружи, правильно, если мы говорим о внешнем шуме? Да. Соответственно, задача проехать мимо и замерить уровень шума от проходящего мимо транспортного средства. Илья, насколько глубоко стандарты погружаются в разработку технологий? В них прописано все до болтика? Идея стандарта не предусмотреть самые мельчайшие нюансы конструкции и не связать руки конструкторам, поскольку рождаются все новые и новые, может быть, даже более эффективные решения, а очертить некий коридор, в рамках которого будет обеспечена, с одной стороны, свобода творчества, с другой стороны, безопасность. Таким образом, что подпадает под действие стандартов в транспортно-инфраструктурных комплексах UST? Если можно, опишите, пожалуйста, коротко. Наши стандарты регулируют требования конструкции, устанавливают требования безопасности, также регламентируют порядок приемки продукции, контроля качества, методики испытаний. То есть достаточно общие категории такие, не погружаясь в технические детали, да? Это категории достаточно общие, но в каждом из разделов есть более детальные требования, которые описывают, как должны быть реализованы те или иные системы безопасности, элементы конструкции. Угу. Получение стандарта — это инициатива ЗАО «Струнные технологии»? С одной стороны, это инициатива ЗАО «Струнные технологии». С другой стороны, это некая потребность, в том числе и рынка, иметь четкий, единообразный механизм регулирования, установления единых требований для всех участников процесса. Национальные стандарты белорусские, они позволяют производить и реализовывать здесь транспортно-инфраструктурные комплексы UST. А что до союзного государства? Сейчас обсуждаются проекты Минск-Москва, например. Как в этом случае действовать? Я так поняла, что в России у нас нет стандартов? Действительно, в Республике Беларусь стандарты СТБ могут использоваться как основание для сертификации. Для применения наших стандартов в России необходимо оформление российских национальных аналогичных стандартов или межгосударственных стандартов ГОСТ, которые будут применимы на всей территории Евразийского экономического союза. Я где-то читала, что если нет национальных стандартов, то можно работать по стандарту организации, так называемому СТО. Это тоже правда. Однако стандарт организации мы будем использовать как доказательная база в отношении рельса струнной эстакады. Именно такой механизм подтверждения соответствия в России мы на сегодняшний момент выбрали для Именно себя. по эстакаде? Да. Угу. А что это дает компании, если мы работаем по СТО? Это значит, нам не нужны национальные стандарты сопредельного государства? Это один из легальных, законных механизмов подтверждения соответствия строительных сооружений в России. Угу. Однако для того, чтобы воспользоваться этим механизмом, данный стандарт должен пройти экспертизу в уполномоченном техническом комитете и должен быть зарегистрирован в фонде стандартов. Если не получать стандартов вообще, ни национальных, ни межгосударственных, можно ли вообще работать, можно ли продвигать свои проекты? Нельзя. В действительности серьезные проекты должны отталкиваться от серьезной нормативной документации, в соответствии с которой данные решения разрабатываются. Как, например, для проекта «Сосны». Илья, какое испытание запомнилось больше всего? Плавность хода. Без чего испытатель не может работать? Без поверенного средства измерения. Без линейки? В том числе. Что в работе больше всего приносит удовлетворение? Служение более высокой цели. Высоко звучит. Как вы переключаетесь после напряженного рабочего дня? Медитация. Чему испытания научили вас лично? Внимание к деталям. Пригодилось в жизни? Да.
А если бы вы не стали инженером, кем могли бы быть? Психологом. Ну, раз мы уже заговорили о проекте в санатории «Сосны», не могу не спросить, есть ли какие-то испытательные работы по Юнимобилю, может быть, или еще рано? Да, у нас очень большие планы по испытаниям отдельных компонентов, как я говорил ранее. То есть мы должны испытать отдельные компоненты, удостовериться в их безопасности и только потом установить их на транспортное средство и испытывать уже транспортное средство отдельно. На сегодняшний момент мы запланировали испытание таких компонентов, как накопитель электрической энергии, поручни, двери, механизм открывания и закрывания дверей на отдельном стенде, ну и многие другие компоненты. То есть вы уже начинаете работать с железом? Да, совершенно верно. То есть уже сейчас есть заказы в производство. Как только они будут выполнены, мы берем эти испытательные образцы и подвергаем их самым разным испытаниям. А что, кстати, интереснее, работа бумажная или работа с железом? Вот лично для вас. Вопрос очень интересный. С одной стороны, в сертификации интересно и в стандартизации интересна некая такая стратегическая роль, когда ты можешь заложить основы некого процесса, по которому потом будут идти люди. Это бумажная Это работа. бумажная часть, но в ней тоже есть определенный интерес. С точки зрения испытаний выглядит интереснее, но кропотливая проработка некоторых испытаний — это достаточно рутинный и сложный процесс. Сами испытания порой могут занимать несколько даже минут. Всего-то, а подготовительные, да, вот эти сопутствующие процессы, это длительная история. При этом сами испытания — это, конечно, эффектно, это интересно. Понятное дело, что испытания невозможны без метрологической точности. У вас есть метрологическая служба, может быть, в составе испытательного центра. Как это устроено? Да, в испытательном центре есть метрологи, есть функционал по обеспечению метрологической поддержки не только нашего подразделения, но и в целом компании. Мы отвечаем за выбор правильных средств измерений, испытательного оборудования. Мы ответственны за поддержание их в актуальном состоянии. Это линеечки? Я просто не совсем понимаю, метрологическое оборудование — это что? Тот же шумомер — это метрологическое оборудование? Шумомер или даже простая линейка — это средства измерений, которые должны быть поверены. Все понятно. Или калиброваны, в зависимости от того, какие требования к ним Даже самое предъявляются. простое оборудование, оно поверено. Хорошо, тогда метрологию можно считать фундаментом испытаний? Без метрологии результаты испытаний не являются достоверными и не могут быть использованы для подтверждения соответствия или как доказательный материал. Илья, помимо работы в испытательном центре, вы участвуете в ряде научных встреч, научных экспертных советов. Я вот знаю, в прошлом месяце прошло несколько. Один из них, научный экспертный совет, прошел в экотехнопарке. Вы были участником его. Он был посвящен развитию струнного транспорта в союзном государстве. Как вы считаете, какой самый главный вывод этой встречи, насколько она важна для компании? Для меня самый главный вывод, прежде всего, это большой интерес со стороны и властей, и научных организаций к нашим технологиям. Важно также отметить, что наши контрагенты заинтересованы в том, чтобы мы четко сформулировали те ниши, те возможности применения нашего транспорта, где технология достигла максимальной готовности к внедрению. И действительно, у нас такие решения есть, которые могут быть внедрены в самое ближайшее время. Знаю, что одна из встреч прошла в Российском университете транспорта. Что там обсуждалось и какие итоги вы для себя подчеркнули? Была достаточно жаркая дискуссия касательно наших технологий. Одно неоспоримо, что наша технология признана, она имеет право на существование, она имеет совершенно четкое применение в определенных обстоятельствах, где традиционный транспорт справиться не может. Речь идет о густонаселенных городах или преодолении сложных рельефов или рек. Тут безоговорочно коллеги нас даже поддерживают. Тем не менее, они были заинтересованы в получении
необходимых свидетельств, которые подтверждают безопасность и возможность использования наших технологий, что нами и было сделано. То есть это речь о сертификации, о предоставлении стандартов или нет? Не только. Речь идет о предоставлении различных расчетов, обосновывающих наши технологии, наши решения. Все необходимые расчеты и доказательства нами были предоставлены. И сейчас мы будем работать в рамках отдельных рабочих групп и совместно с коллегами подтверждать возможность реализации наших технологий. У нашей технологии есть как адепты, последователи, так и немалое количество скептиков. Тяжело ли вам бороться со скептицизмом и работать, зная, что есть определенные коллеги, ученые, которые не доверяют технологии, не верят в нее? Сопротивление чему-то новому — это естественный процесс, он исторически всегда проявлял себя. Поэтому мы к этому готовы, и тут важно предоставить все необходимые доказательства, обоснования, а еще лучше обеспечить возможность всем скептикам проехаться на нашем транспорте и воочию убедиться, что это возможно, что это работает. При этом взгляд у вас достаточно профессиональный. Я знаю, что вы много лет отработали в автопроме, в сертификации автопрома. Я долгое время работал в 3 международных компаниях по производству автомобилей, такие как Toyota, General Motors, Mercedes-Benz. У меня более 14 лет опыт непосредственно в сертификации и испытаниях. Кроме того, я занимался вопросами качества, работал на реальном производстве в течение 2,5 лет, производстве Mercedes-Benz, грузовиков. Занимался вопросами функциональной безопасности. Также был непродолжительный период работы в подшипниковой компании, которая поставляла подшипники для железнодорожного транспорта. Поэтому и железнодорожного транспорта я в своей карьере немножечко коснулся. Учитывая весь ваш опыт в разных сферах транспорта, что вы видите здесь? Как вы можете сравнить подходы к безопасности, к стандартизации, к сертификации в UST? В нашей компании уже на сегодняшний момент внедрен процесс подтверждения функциональной безопасности. Наши коллеги готовят необходимые документы, начиная от плана обеспечения безопасности. Мы проходим по традиционной V-модели разработки, которая предполагает постепенную верификацию и валидацию финальных результатов. Спасибо, Илья, за интервью. Получился очень интересный разговор. Он лично мне помог понять, сколько труда стоит за каждым этапом сертификации. Благодарю за просмотр, друзья. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего.